Доброе. Несмотря на кликбейтное название, под ним скрывается нечто реально забытое. Может, вы застали эти времена, когда клавиатура была единственным методом ввода? Ведь мышку тогда еще не придумали. Хотя, скорее всего, большинство не застали эти времена, когда каждая кнопка на клавиатуре почти всегда имела применение. Но вот вы, например, знали, что на старых компьютерах переключение раскладки производилось на специальные клавиши RUS и ANG, прям отдельные. Нет, я ошибся. Тут RUS и LAT. Также есть клавиши, совмещенные RE/L. Я вот сам недавно узнал, заглянув на склад и увидев эти старые ПК, и они преимущественно состояли из клавиатуры. Кстати, если так посмотреть, это сейчас мы называем компьютеры, да? А раньше это понятие имело в виду целый этаж или целых 2 этажа. Там огромный компьютер стоял. И микрокомпьютер — это уже как раз-таки вот этот стационарный небольшой системный блок. Есть те старые люди, которые до сих пор помнят, что когда-то раскладка переключалась 2 шифтами. Как раз таки из тех далеких времен идет и простая функциональность клавиатуры, которая относится к чему бы вы думали? К печати. Интерфейсы тогдашних ранних компьютеров зачастую представляли собой командную строку, что неудивительно. Удивительным может показаться то, что раньше терминал заполнялся не сверху вниз, а снизу вверх, ибо вывод происходил не на монитор, а на принтер. Печать. Наверное, некоторые уже почувствовали, к чему я клоню. Печатные машинки стали основой для клавиатуры. Те, кто работал с выводом, знают о такой вещи, как возврат каретки и перенос строки. Исторически сложилось так, что на винде это понятие занимает 2 отдельных символа, в то время как на Linux всего один, а именно перенос строки. В Mac OS, по крайней мере старых версий, перенос по какой-то причине кодируется возвратом каретки, что нелогично, но у всех свои видения. Сейчас вроде и у маков тоже перенос кодируется переносом строки. Короче, можете меня поправить в комментах. Эти 2 механизма позволяли очень удобно перемещаться в начало строки и переходить на следующую. Но что насчет конца строки? Переход в начало позволяет вывести всю новую строку по ширине, заполнив другие символы пробелами. А от конца строки мы нигде и не видели, но он реализован практически во всех программах. Короче, давай погнали немножко практики. Вот вы редактируете код, и нужно пробежаться в начало строки, чтобы поставить пропущенную табуляцию. Зажимаем влево, да? Я сам много раз ловил себя на мысли, что я криворукий, я что-то делаю не так. То же самое в конец, чтобы поставить пропущенную точку с запятой. Зажимаем вправо. Да, кто-то уже знает, что отвечает за эти простые действия. И вот расскажу для тех, кто в танке. Есть такие 2 прекрасные клавиши Home и End. Home и End. Вот они, слева направо. Чел 3 минуты держит в курсе про то, что все и так знают. Дизлайк, подписка. Как только они вошли в обиход, такие тупые репетативные действия вовсе исчезли. Надо в начало Home, в конец End. А вот насчет документов Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, motherfucker in the mix уже выучили все наизусть. Так давайте юзать Ctrl-End, который перекинет в конец документа или кода. Ctrl-Home, который перекинет в начало документа, заодно докину про Page Up, Page Down. Когда читаешь документацию и тупой скролл немного напрягает, проще листать сразу по одному экрану вниз или наверх, чтобы точно отрезать предыдущую часть повествования и эффективнее занять площадь экрана остаточным текстом. Это так просто, и чем быстрее эти вещи заполнят ваши спинномозговые рефлексы, тем лучше. Добавьте туда же Ctrl влево и Ctrl вправо, перескочить сразу на слово влево и вправо соответственно. То же самое работает с выделением и удалением. Shift-Ctrl влево выделить слово влево, Ctrl Backspace стереть одно слово, Shift Home выделить все до самого начала, Shift N до самого конца. Почему я все-таки решил сделать это видео? А все очень просто. Мне не хватает контента. Многие люди просто не используют эти клавиши. Типа, вот кусочек клавиатуры с буквами и циферками, а справа...
Я все же надеюсь, что даже если вы не знали, что делают клавиши Home и N, остальные сочетания вам тоже будут полезны. Ну а сегодня, наверное, все. Ждите мой видосик про Linux. Отдельно хочу сказать спасибо Навиде за замечательную RTX Voice, которая позволяет мне не сидеть на фрути-пупсах и вырезать шум. В том числе в SoundForge, выделяя шаблон шума, применяя ко всему голосу. В общем, полезная вещь. Можете самостоятельно глянуть и попробовать. Ссылку оставлять не буду, ищите сами. Хотя, с другой стороны, я уже, когда записывал голос, я послушал, и там шумы все-таки вылезают. Так что пока что не могу сказать, что 100% эта штука помогает с записью. Она местами даже вредит, приходится перезаписывать. Поэтому лучше пока буду пользоваться, наверное, шумодавом. Я сам много раз... Чуть не упал. Наконец-то я это домонтировал. Жесть.